Привет, с вами Валентин, и сегодня будет долгий ролик. Все дело в том, что я решил сделать то, чего не делал никогда. И то, в принципе, чему противился последние 5 лет. Сравнить двух абсолютно разных производителей и выяснить, какой из них лучше. Ну или хотя бы просто понять каждый, как работает. Выяснить, какой из них лучше, это довольно субъективное понятие. Сравнивать я решил Керхер К5 Full Control, не путать с Full Control Plus, и штиль RE120. Если вы думаете, что я буду капец какой предвзятый тип, то вам нужно знать две вещи. Первое – это то, что каждый человек предвзят в силу своего опыта. Второе – это то, что техникой штиль, ну, собственно, как и Husqvarna, Bosch, Stiga, МТД, Ryobi. В общем, вот этим всем вместе с техникой Керхер я торгую последние 5-6 лет. Поэтому это не просто мне дали в руки какую-то хреновину, и я ее буду обсирать по сравнению с Керхером. Нет, мы попробуем разобраться и пошагово понять, что представляет из себя каждая из моделей. Я постараюсь снять максимально честный тест сравнения, чтобы понять, что может штиль RE120 и что может Керхер К5 Full Control. Почему выбор именно такой? Конечно, можно было взять Керхер К5, он был бы дешевле и выигрывал просто тупо за счет цены. Но я решил сравнивать в одинаковых ценовых категориях. В одинаковых ценовых категориях Керхер К5 Full Control, конкретно у меня модификация с насадкой для двора. И я решил, что, допустим, мы эту насадку уберем и поставим вместо нее самый простой пенник из штатного комплекта Мой К. Выглядит он вот таким образом. Именно вот так продается этот пенник. Без бутылки, без химии, просто вот такая вот штуковина. Я взял бутылку, налил в нее шампунь, опять же керхеровский 806, и попробуем, налив эту же самую смесь из той же самой бутылки в штилевский пенник, посмотрим, чем они отличаются или не отличаются. А теперь немножко теории. Давайте рассмотрим, что такое К5 Full Control. По верхам, но все же. Начнем с насадок. Штатные насадки – это грязевая фреза и плоский веер с регулировкой давления больше-меньше. Также у К5 Full Control есть пистолет с индикацией, на каком режиме вы работаете. Это удобно, это прикольно, это интересное преимущество в этой модификации. Но еще более интересные преимущества – это сама форма этого аппарата. То, что он имеет выдвижную ручку, имеет вторую ручку, чтобы вот так вот взять и куда-то поставить. По весу в характеристиках написано, что аппарат без принадлежностей весит 15 килограмм. Это легче, чем штиль, но у штиля другой прикол есть. Я так понимаю, маркетологи штиль знают эту фишку, что чем тяжелее аппарат, тем несведущему человеку кажется, что он лучше. Поэтому написано очень классно. Вес в полностью рабочем состоянии 20 килограмм. Что означает в себя полностью рабочее состояние? Это с водой, со всеми насадками, шлангом или просто аппарат, который включен в розетку, это науке неизвестно. К сожалению, весов у меня нет, я не взвешивал. Что еще есть? Встроенный фильтр в патрубке. Не самая лучшая штука, если сравнивать со штилем. И 8-метровый шланг высокого давления. Гибкий, эластичный, в принципе довольно долговечный. Подключается этот шланг быстросъемным соединением к пистолету. Вот таким вот образом. И потом, нажимая кнопку, вы достаете этот шланг. С другой стороны у аппарата крючок, на который мы вешаем шланг, и сам шланг зафиксирован вот такой скобой.
В принципе, это менее удобно, чем быстросъем, но снимать его довольно редко вы будете. И есть вот такой вот карманчик с сеточкой, куда можно ложить всякие мелочи. Ту же химию или какую-то насадку засунуть. Что же есть у штиль RE120? А есть достаточно много интересных плюшек. Первое и самое бросающееся в глаза — это то, что у аппарата есть штатный фильтр, который у Керхер приходится покупать. Фильтр, в принципе, абсолютно точно такой же, как керхеровский, который продается отдельно. Более того, маленький фильтрик в патрубке тоже есть. Правда, он совсем мизерный, и, в принципе, его и фильтром назвать нельзя. Если у Керхера это хоть какая-то видимость фильтра, то тут даже невидимость. У штиля насадки сделаны по другому принципу, если сравнивать с Керхером. То есть пистолет, есть удлинительная трубка, поворотная, и дальше уже к этой удлинительной трубке мы ставим либо грязевую фрезу, либо плоский веер, нажимаем на кнопку и вставляем. Лучше это или хуже, я не знаю, но это так. И дальше, что еще есть интересного у RE120, это штатный пенник. Что плохого в этом пеннике? Потому что я вас насквозь вижу, никакой сеточки тут нет, ну, соответственно, посмотрим, как он пенит. И этот пенник мы можем поставить на длинную штангу, либо, сняв удлинительную трубку, не можем. То есть только на длинной штанге. Пистолет. Подключение к пистолету идет на быстросъемном соединении. В принципе, очень похоже на такое же, как у Керхер, потому что у вас есть штуцер, который вы вставляете в пистолет, и потом отсоединяете, нажав кнопку. Точно так же есть предохранитель. Предохранитель мне у штиля нравится больше. Ну вот он как-то удобнее сделан. Но опять же, предохранителем мало кто пользуется. Переходим к шлангу. Шланг штилевский уже идет, в принципе, добротный. Такой, как у профессиональных аппаратов и у семерок, у Керхер. ДН6 с металлической оплеткой, с резиновой сверху, но вот эта вот вещь, она с одной стороны классная, то есть вы можете шланги вот таким вот образом соединять друг с другом, с другой стороны говно редкое, потому что тут нет никакого быстросъема, чтобы это нормально все срабатывало. Вернее, он как бы есть, но когда вы тянете и оно выщелкивается, ну, скажем так, оно, чуть-чуть износившись, начнет вылетать само по себе. Поэтому вот этот узел мне очень не нравится в штиле, хотя сама концепция того, что шланги с двух концов разные, их можно удлинять там хоть до 100 метров, это прикольно. Шланг подключается вот сюда. Сейчас он зафиксирован, ну а снимается, чуть-чуть потянули пластик, и он снимается. То есть фишка в том, что у Керхер быстросъем на аппарате, у штиль быстросъем на шланге. Следующее, что есть в штиль RE120, это телескопическая ручка. Точно такая же, как и в Керхер K5 Full Control, но хуже. Почему хуже? Потому что, во-первых, надо нажимать кнопку, чтобы она туда-сюда ездила. И двигается это как-то сложнее. Ну, то есть нет такого ощущения лакшери или еще чего-то. Но в этом вот есть небольшой косячок. Следующий прикол, которого нет в Керхер, но есть в штиле, это вот такой бардачок. То есть тут у нас могут лежать сопла, тут же наматывается электрический кабель, и
удобное место для хранения. Животрепещущий вопрос характеристики. Аппарат дает 500 литров в час поток воды, и давление, как пишут маркетологи, нам не интересно. Нам нужно рабочее давление. Вот рабочее давление у аппарата 120 бар. В то время как у штиля аппарат выдает 500 литров в час. В принципе, точно так же, как и Керхер К5. Ну, любая модификация К5, но мы сейчас сравниваем с К5 Full Control. И рабочее давление у него 125 бар против 120 у Керхер К5. То есть максимальное мы не берем. Тут и в Керхере, и тут пишут, что максимальное давление там 145-150 бар. На самом деле нужно равняться на реальное давление рабочее, потому что максимальное вы не разовьете. А потому что это сферический конь в вакууме. Попробуй его еще достигнуть. Сзади аппарат ничем не примечательный, кроме вот этой ступеньки, чтобы нажать на нее ногой и потащить за собой. Самое интересное, что же внутри аппарата? Почему такой вес может быть? Почему? Ну, штиль, кстати, действительно тяжелее, чем Керхер. Все дело в том, что штиль сделан тоже, помпа штиля сделана из алюминиевого магниевого сплава. У них асинхронный двигатель, точно так же, как у Керхер, но двигатель идет с воздушным охлаждением. Соответственно, лишние ребра жесткости, лишние ребра охлаждения, лишний вес. Керхер от этого ушел уже лет 10 как, они просто на ступеньку выше по технологии. За счет этого и вес. Хотя, казалось бы, даже мне так порой кажется, что чем тяжелее вещь, тем она круче и надежнее. Ну, что тут сказать? Хрен его знает. Давайте лучше включим эти две вещи, тяжелую и чуть-чуть потяжелее, и посмотрим, как же они моют. Знаете, нахрена я это делаю? Дело в том, что я не придумал ничего лучше, как проверить качество мойки каждой насадкой. Поэтому я взял палету, намажу ее древесным углем и посмотрим, вот просто струей пройдем каждой насадкой, какая где чего сделала. Ну вот как-то так. Подключаем аппарат. Первым пойдет штиль. Развоздушиваем. Не одевая насадку, включаем аппарат. В электричество надо включить. Вроде струя устойчивая. Одеваем все. И начнем с грязевой фрезы. Фрезу надо включать вниз. И, соответственно, вот эту полосу, это у нас будет штиль. Что, зашибись, моет. Ни хрена непонятно, насколько хорошо или плохо. Но моет. Это низкое давление, это высокое давление. И теперь делаем еще одну полосу. Тоже ничего, так моет. Теперь все то же самое с Керхером. Хотя, мне кажется, разницы особо вы не увидите. Я не вижу.
первая грязевая фреза. Капец! Посмотри сюда. Оно дерево сняло. Оно размочалило дерево, а там просто помыло. И не полностью. Так, ладно, значит, давай вот таким образом сделаем. Сейчас вот тут вот впритык пройдемся, и потом штилем тоже впритык пройдемся, но чтобы было понятно, мочалит оно дерево или не мочалит. Ладно, теперь встроенная трубка. На максимуме моем этот край. Ну, по стройной трубке непонятно. В принципе, разница, что тут. Ну, разве что, может, когда высохнет, будет видна. Но нам еще надо попробовать штилевскую мочалку для деревьев. Попробуем, фигли. Итак, что мы увидели? С обычного расстояния фреза разлохматила. С минимального разлохматила еще сильнее. У штиля с обычного расстояния, ну, какие-то легкие лохматости. Вот теперь с минимального. Вот тут же, для того, чтобы было понятно, что происходит. Да тоже лохматит, в принципе. Теперь проверяем пенники. Штилевский, керхеровский, самый-самый штатный из комплектации К. Химию из этого баллона нальем сюда, чтобы было одинаково. И запеним полмашины одним, полмашины другим. Посмотрим, какая химия. Стоит ли вообще рассчитывать на этот пенник. И стоит ли рассчитывать на этот, и там надо покупать хорошую насадку, которая итальянско-китайская, и есть и у штиля, и у керхера. Блин, все, короче, пообливал. Тут регулировки нет никакой. У штиля даже есть регулировка. Вот. Ставим максимум. Ну что, начнем со штиля. Пенник, штиль. Начинаем. Эх, жалко. Чуть. Ребят, ну я бы не сказал, что это мощная пена. Снимай, смотри, она уже практически вся сошла на нет. Ну как-то не то пальто. Ждем положенные пару минут. Сейчас переключаем насадку и смываем это дело. А потом то же самое запениваем керхеровским пенником, ждем положенные несколько минут и смываем это дело. И смотрим, ну, с какая сторона чище стала. Обе будут грязные. Это я вам сразу говорю, потому что делаю я все так, лишь бы, блин, из жопы руки не торчали. Так, смываю плоским веером штиль. Да, блин, да что я постоянно забываю включить. Ну, как-то вот так. Ждем, когда высохнет, а пока ту сторону керхеровской мойкой К5 Full Control, по-моему. RE 120 уже отработала. Теперь керхер, тест штатной пенной насадки.
Ну, сами видите, пена чуть-чуть получше. Это, конечно, не самая крутая пена с крутых пенных насадок, но она в любом случае уже в 2 раза лучше, чем тот штатный пенник, за который вы по-любому платите на штиле. Вот эта штука мне очень не понравилась у штиля. Итак, теперь высокое давление Керхер K5 Full Control. Смываем машину. Как хреново получается. Тут пена сюда перелезла. Ну, подводя итог. Эту дверь мы мыли керхеровской пенной насадкой, потом смывали керхером. Она помылась лучше, чем та дверь. Почему это произошло? Потому что пена лучше. То есть она успела среагировать, сожрать грязь, а вот тут вот пятна так и остались, ну, грязь прилипшая так и осталась на машине. В принципе, аппараты более-менее одинаковые по мощности. Да, есть нюансы, и вы это видели с грязевой фрезой. Все дело в том, что давление на срезе сопла у аппаратов одинаковое, а дальше, когда оно идет распыление, то есть керхер чуть-чуть получше держит эту всю струю, ну то есть другая структура сопла, и поэтому оно лучше работает. В общем, это не сильно критично, но это есть. В этом моменте керхер лучше, пенная насадка штатная у штиля говно по юзабилити. У штиля прикольный карман, куда все прячется, это удобно, действительно удобно. Но при этом очень тугая выдвижная ручка, мне она не понравилась. И также мне не понравилось то, что пенную насадку надо на длинную палку садить, а грязевая фреза и струйная трубка вот такие маленькие. При этом у сопла штиль идет латунное сопло сразу, а у керхер идет пластиковое сопло, и только если вдруг когда-то оно у вас сломается, а такое иногда бывает, вы на замену купите с латунным соплом. Что вообще стоит выбирать? Да выбирайте, что хотите. Другое дело, что если вы фанат штиля, у вас куча бензотехники штиль, то я вам скажу, на фоне конкурентов Мойка штиль очень даже. И брать ее можно без проблем. Если вы хотите сэкономить, то брать штиль против керхера не стоит. То есть штиль RE120 и керхер K5 дают одни и те же характеристики, но керхер K5 будет стоить дешевле. K5 Full Control, он удобнее, чем штиль, ну, за счет того, что он даже хотя бы легче, все эти ручки вынимаются и насадки меняются проще. Пенная насадка, как я уже говорил, в любом случае стоит покупать профессиональную. Хоть в штиле, хоть в керхере, но каровская комплектация керхер работает все равно в 2 раза лучше, чем штатная насадка, за которую вы платите в штиле. Фильтр. В комплектации штиль такой фильтр есть. У керхер нужно будет покупать. Опять же, это не критично, если вы покупаете K5 против RE120, но критично, если вы покупаете K5 Full Control против RE120. Тогда у вас не остается разницы на этот фильтр. В целом, оба аппарата хороши. И в принципе, ну что вы хотели от двух хороших, солидных немецких компаний? Чтобы одно было совсем говно, а другое выше крыш? Нет. У каждого есть свои маленькие минусы, и у каждого есть свои какие-то плюсы. И каждый аппарат имеет право на жизнь. Мне лично нравится K5 Full Control. Он удобнее в плане юзабилити. При этом давление и характеристики, в общем-то, одинаковы. Да, чуть не забыл. Один немаловажный и очень, кстати, критичный факт. Когда вы купите мини-мойку, вы поймете, что вам надо делать кучу всяких хозяйственных дел. Так вот, у штиля меньше дополнительных насадок, чем у керхер. При этом у керхер они более доступны, то есть вам не надо ждать, искать. Я имею в виду там телескопические штанги, щетки, шланги прочистки канализации. Его больше, чем у штиля. И иногда это может быть очень критично. На этом все. Что покупать, решайте сами. Я вам нифига не советчик. С вами был Валентин. Пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.